нравится мне все это. Дурным пахнет. Не конючи, Кицуне. Кажется, это здесь. Здравствуйте. Тебе удалось поймать за 9 хвостов одного из духов Восточных островов? Похвально, похвально. Ты намного лучше, колдун, чем я думала. Конечно, пока еще не сравнился со своей бабкой. Но ведь у тебя еще столько времени впереди, мой юный друг. Проходи, проходи. Чай будешь? Ромашечка, принеси Роману чайку с лотосом. Роман, ты ли это? Когда Лилия сказала, что позовет лучших из лучших, я никак не ожидала увидеть здесь тебя. Белка? Беляночка. А что в таком случае ты здесь делаешь? Если мне не изменяет память, ты... Не волшебница, не умею колдовать. Ты немного отстал от событий после того, как ты якобы сгорел в той лесной хижине. Я владела искусством колдовства, как видишь, весьма успешно. Но у тебя ведь не было дара. Ты старомоден, если считаешь, что все зависит от дара. Впрочем, ты всегда был глупым мальчишкой. Им ты и остался. Что ж, я рада приветствовать всех гостей. Полагаю, вам очень интересно узнать, зачем я вас сюда пригласила. Не буду вдаваться в длинную предысторию, а сразу перейду к сути дела. Мой мир практически погибает, когда как его обитатели имеют огромный потенциал. Ваш же мир полон энергии, когда как его жители в большинстве своем не перспективны и лишь способствуют увяданию вашего мира. Я правильно понимаю, ты хочешь заселить свой народ в наш мир? А что будет с людьми? Неужели ты просто ликвидируешь их, чтобы освободить место? Зачем так радикально, госпожа? В этом мире хватит места и для моего народа, и для вас. Мы создадим новый мир, совершенный, которому не грозит разрушение, где мой и ваши народы существуют в идеальном балансе, дополняя друг друга. В чем-то мы превосходим вас, а в чем-то вы нас. Действуя вместе, мы заполним пробелы друг друга и создадим рай, в котором никто не будет ни в чем нуждаться. Так ты пригласил нас для того, чтобы мы помогли создать тебе идеальный мир? Разумеется, вы самые выдающиеся умы этого мира. Ромашка, принеси еще чая, пожалуйста. Что мы получим за то, что поможем тебе? Если идеальный мир для вас недостаточная награда, то вы займете кресло в Сенате нового мира. Разве идеальный мир не подразумевает собой отсутствие правителей? Любой мир развалится без власти, дорогуша. Власть – это клей, который держит его целым. Возможно, если бы не власть, его не пришлось бы склеивать. А как насчет свободы магии в этом новом мире? Да. Сможем ли мы колдовать без сотен ограничений и предписаний, которые нам нужно соблюдать сейчас? Наши ограничения продиктованы законами мироздания во имя того, чтобы это самое мироздание не разрушить. Так перепишем законы. Мы сейчас стоим на пороге нового мира. Стало быть, и законы будут новые. Спасибо за чай, Ромашка. Ну что, господа, вы готовы вместе со мной строить новый, идеальный мир? Разумеется. Во имя хаоса! Во имя любви! Не знаю во имя чего, но этот новый мир все равно не будет хуже старого. Я с вами. Роман, может, не надо? Мне это не нравится. Мне они не нравятся. Я с вами. Идем домой. Иди, я догоню тебя. Ты попал в осиное гнездо, маг. Тигровая лилия может сколько угодно говорить о благих намерениях, но это не отменяет смертей, записанных на ее счету.
Даниэла Хоупс только выглядит гламурной дурочкой, а на деле еще та темная лошадка. Касси и Амур духи. Ты, как и я, знаешь, что их не сковывают никакие обязательства и чести, помимо правил мироздания, а граница между хорошо и плохо для них крайне размыта. Ромашка – дитя, воспитанное Лилией. Можно только предполагать, что она вложила ей в голову. А Руби? О ней мне ничего не известно. Я увидела ее впервые. Скажу лишь, что у нее явно есть скрытые мотивы, и лояльности она никому не испытывает. Ладно, бывай, маг. Подожди, Белка. Беляночка. Я хотел спросить, ты нисколько не удивилась, когда увидела меня? Хотя... Ты официально мертв? Ваш домишко горел эффектно. Но это слишком дешевый и неоригинальный трюк, если приглядеться. Ты сразу поняла? Да, как только узнала о вашей якобы гибели в пожаре. Удивлен? Недооценил моей проницательности? Можешь не прикидываться сейчас. Я ведь знаю, что в детстве ты считала меня лишь клоном моей сестры. Жалкой тенью, недостойной внимания. Она прекрасная Розен, а я лишь паршивая белка. Прости, если я обидел тебя тогда. Мы ведь были детьми. Это не оправдание. Ты рассказала обо всем, Розен? Так ведь? Я очень люблю свою сестру и всегда поступаю так, как лучше для нее. А для нее лучше не знать, что ты жив. Тогда скажи хотя бы, как она? Полагаю, прекрасно. Мы не общались с ней довольно давно, с тех пор, как умерли родители. Их забрал огонь. В отличие от твоего, он был настоящим. Пока. Заболталась я с тобой, маг. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they loved one day locked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You loving on the psychopath sitting next to you. You loving on the murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.